Чао, мои дорогие ангелы! Знаете, что нас, итальянцев, очень сильно мучает, когда мы изучаем русский язык? Это ваши бесконечные глаголы движения. Поехать, пойти, сходить, заскочить, полететь, идти, собираться. Вот, кстати, еще забавное слово, вот слово метать, метнуться, вот. Откуда это слово, кстати, возникло? Метнуться. Это от слова молнии метать, как Зевс, да, с Олимпа? Или это как метнуться ведьма летает на метле быстро, ловко, как в Гарри Поттере, да? Алора. Так вот, многие итальянцы не понимают, зачем вам столько глаголов. А если еще добавить русский литературный и художественный язык, то их увеличится еще десятка на два, да? Итальянский язык, он намного проще, легче. Вот эти все глаголы движения в итальянском языке берет на себя один глагол, глагол andare. Этим глаголом вы можете заменить около 30 глаголов движения в русский язык. Мы просто берем один единственный глагол, andare, и заменяем им все. Tutto. Буквально все. Пешком идти. Andare. На велосипеде кататься. Andare. На лошади скакать. Тоже andare. На машине ехать. Andare. На самолете лететь. Andare. В космос с Илоном Маском. Тоже andare. На Марс с марсианами. Тоже andare. Все. Один глагол для всех случаев жизни. Кстати, кто из вас хотел бы отправиться колонизировать космос? Я, например, per esempio, в детстве мечтал построить машину времени и космический корабль. Даже строил, там пульт управления, водительская эта кабина, как на русском, не знаю. В общем, вы поняли. Что бы хотел, чтобы бороздить космос, да, бороздить. Вот, кстати, русский слово, глагол бороздить, да, тоже глагол движения. Бороздить обычно его использовать, в литературе обычно используют его бороздить океаны, просторы вселенной. В русском языке это звучит красиво, да. Само глагол бороздить, он такой, знаете, по фонетике его звучания, оно звучит эпично, да, вы чувствуете это, эпичность в самом слове, что-то есть, бороздить. Такое мощное слово. Кстати, в советских фильмах про космос его обычно используют, наверное, не случайно, да. Мощь чувствуется в этом слове. А в итальянском слове бороздить мы тоже используем какой глагол? Andare. Все andare. Ну, например, можно сказать по-итальянски бороздить космос. Да, мы бороздим космос. Andiamo nello spazio. Все, точка. Простота наша все. Поэтому, если вы изучать итальянский язык, не мучайтесь, не пытайтесь усложнять себе жизнь. Andare, он спасет вас от головной боли. Итальянцы очень любят упрощать язык. Любое перемещение в пространство с точки А в точку Б можно описывать с помощью глагола andare. Все, что вам надо. Очень часто, почему я так говорить? Очень часто мои ученики, да и не только мои, там, с разных курсов, преподавателей разных, они пытаются наложить логику русского языка на логику итальянского языка. Не надо, это ошибка, это вам будет мешать изучать итальянский язык. Вот многие даже, по моему опыту, моих учеников, они пытаются русский язык наложить на итальянский, и поэтому не могут заговорить, потому что итальянский язык это европейский язык, там логика, построение фраз, слов, совершенно другая математика, оно невозможно. И ученики очень часто пытаются, знаете, блеснуть умом, что ли. Если идут пешком, да, то они используют итальянское слово camminare. Если они летят самолетом, говорят volare. Кстати, volare это еще и парить в отношении птиц, там, перья и так далее. Volare, еще песенка такая есть. Улетать, да. Если едут на автомобиле, то они пытаются говорить guidare, биби. Если плавают, nuotare. Зачем?
Зачем вы тратите время, энергию, деньги на всякие бесполезные курсы преподавателей, которые заставляют вас заучивать слова, которые итальянцы почти не используют. В итальянском языке все проще. В 90% случаев типичный итальянец, он будет использовать один глагол andare во многих 99% фраз. Например, io vado a scuola a piedi. Я иду в школу пешком. Io vado a Roma in aereo. Я лечу в Рим на самолете. Io vado al lavoro in macchina. Я еду на работу на автомобиле, на машине. Даже вот эти уточнения, самолет, машина, велосипед, это не обязательно говорить. Пешком тоже не обязательно говорить. Просто io vado, все, точка. Больше ничего не надо. Io vado, и все. Забудьте про 100 разных глаголов движения. Andare решает все, он решает все проблемы. Давайте сейчас проспрягаем этот глагол. Этот глагол, он неправильный, поэтому его формы спряжения нужно заучить. Вот вам табличка. Я загружу ее в свой телеграм-канал, и конспект этого урока я тоже загружу в телеграм-канал, чтобы вы его скачать, распечатать себе и в любое место, в любое время повторять, учить, чтобы удобно было всегда. Это бесплатно, телеграм-канал, там все, учебные материалы, еще всякие разные я делаю, публиковать полезно. Allora, итак, начинать. Io vado, я иду, ты идешь. Tu vai, ты идешь, едешь. Lui, lei, va, он, она идет, едет. Noi andiamo, мы идем, едем. Voi andate, вы идете, едете. Едете. Ударение мне уже там с прошлого урока там говорили. Что как кушать. Allora. Тут voi это множественное число, это неуважительная форма. Вы можете спутать, вы, да, вы едете. Voi andate это группа людей, множественное число, несколько людей, 2 человека и так далее. Loro hanno, они идут, едут. Знаете, почему глагол andare неправильный? Потому что он очень древний. Я вам сейчас расскажу секретик, так между нами. Мало кто о нем знает. Я сам о нем узнал, честно говоря, когда учиться на священника в Папском университете в Риме. И это открытие, когда я был еще совсем юным, просто звезды, как говорится, засияли иначе, как на картине Ван Гога засияли, закрутились, вселенная, вау, блеснула, как говорится. Мне это объяснило, почему он неправильный. Глагол andare, он происходит от латинского глагола vadere. Вот именно поэтому, когда мы его спрягаем, мы видим вот эту неправильную форму. Io vado, tu vai, lui, lei, va и так далее. Потому что латинский, из-за этого, потому что, вот видите, вы, наверное, уже знаете, как логика спрягания глаголов стандартных, правильных. Вот поэтому он говорится неправильный, потому что va, а не основа, корень слова. Вот andiamo, да, это уже правильный было бы. Вот эта форма уже правильная. Но он тут, видите, частично va, частично на an, потому что латинский глагол превратился, эволюционировал, так сказать, из vadere в andare. Для филологов, полиглотов это чрезвычайно полезная информация. Allora. Итак, с историей глагола разобрались, запомнили, вспомнили, если вы вдруг повторяете. Видите, как полезно знать историю. К слову сказать, у меня есть еще один канал, просто про историю и искусство Италии отдельно. Очень много интересного. Ссылка будет в описании. Переходим теперь к предлогам. Глагол andare, он весьма часто используется с предлогами. Давайте разберем основные случаи. Например, andare плюс предлог
«а». «В», «на» означает. Он используется перед городами. «Вадо а Рома». Я еду в Рим. Я иду в Рим. Я отправляюсь в Рим. И так можно переводить. Также он используется с неопределенной формой глагола в инфинитив. Например, «vado a studiare». То есть «а» предлог, он соединяет два глагола. «Я иду учиться». Но это в русский язык можно сказать просто «я иду учиться». А в итальянском языке нужно между двумя глаголами обязательно ставить предлог «а». «Vado a studiare». Почему так красиво? Теперь с островами тоже. «Vado a Capri». Я еду на Капри, на остров Капри. «Vado a casa» еще может быть. Я иду домой. «Vai a dormire». Иди спать. Дальше. Andare плюс предлог in. Это означает в, на, внутри чего-то. Он используется перед странами и регионами. «Vado in Italia». Я еду в Италию. Также с закрытыми пространствами. Например, «Vado in ufficio». Я иду в офис. Потому что офисы, они, вы же знаете, в закрытом помещении. Вот любое закрытое помещение – это «vado in» и «in». Также с транспортами, например, «Vado in treno». Я еду на поезде. Еще примеры там могут быть такие. «Noi andiamo in montagna». Мы с вами едем в горы, поднимаемся в горы. Тоже синоним можно использовать. Тоже еще можно перевести как «мы идем в поход». «Andiamo in montagna». «Va in macchina» o in autobus. Ты едешь на машине или на автобусе. «Andare» плюс предлог «да». Это очень сложный предлог. Тут надо много уроков про него снимать. Часто путаются. Тут надо уже учиться чувствовать предлог. Потому что «да», он, видите, он означает и к кому-то, и от кого-то, от кого-то, и куда-то, от куда-то. То есть, видите, очень сложно, противоречиво. Тут контекст нужен и опыт, практика. Он используется, когда мы говорим о людях еще. Например, «vado dal medico». Я иду к врачу. «Vado da Maria». Я иду к Марии. «Tu vieni da me». Ты придешь ко мне. «Andare» плюс предлог «su» или предлог «giù» еще dentro. «Su» это наверху, «giù» это внизу, «dentro» это внутри. Например, «vado su». Я иду наверх. «Andiamo giù». Давай спустимся вниз. Ну или просто идем вниз. И так можно перевести. Вы же знаете, настоящий нельзя не делать буквальный перевод никакого языка, потому что это будет ошибка. «Io vado dentro». Я иду внутрь, я захожу внутрь. Тоже перевести можно. Захожу. Видите, глагол andare и заходить может. У вас много, даже когда мы пытаюсь переводить вот фразы вам, примеры, чтобы вы понимали, видите, сколько разных глаголов движения, синонимы использовать в русском языке. Потому что один глагол не можно в русском языке использовать. Ну, не тот смысл, не тот оттенок, не тот чувство слова, да. А в итальянском один глагол andare на все случаи жизни. Дальше. Andare плюс предлог per. Тоже чрезвычайно сложный предлог. Это надо на уровне А2 его хорошо разбирать, потому что там тысячи значений. Это как слово паразит. У него еще больше значений, чем в глаголе andare. Если andare плюс per, это можно перевести как по, ради, зачем-то. Как правило, это с целью. То есть andare плюс per, это значит идти с какой-то целью, за какой-то целью. Например, vado per funghi. Я иду за грибами. Да? Я иду, у меня цель грибы. Я иду за грибами. Либо andiamo per
lavoro. Мы идем по работе, да, мы идем почему, с какой целью, для чего? По работе. Цель наша по работе. Поняли? Кстати, я приглашаю вас на свой авторский курс, видеокурс «Итальянский язык с нуля», уровень А1. В создании курса принимали участие более 15 итальянцев. Были записаны видеоуроки с итальянцами из разных регионов Италии, с севера, юга, центра. Так вы с первых уроков привыкаете к настоящему живому итальянскому языку. Именно такому, какой он есть в реальной жизни. На улицах Рима, Флоренции вы учитесь говорить с итальянцами как итальянец. У вас запускается вот этот психологический барьер, когда мы привыкаем к одному человеку, лектору, особенно русскоязычный, если это русский какой-то, он не так, как итальянец говорит, логика мышления другая. А тут будут у вас на каждом уроке итальянцы, по несколько, и это помогает вам говорить легко, уверенно и без страха, потому что вы уже привыкаете вот к этой манере речи. Ссылка будет в описании. Allora, итак, резюмируем все сказанное. Andare с предлогами используется. Andare a – это города, это инфинитив глагола. Vado a Roma – я иду в Рим. Andare in – это страны, закрытые места, транспорт. Vado in Italia. Andare da – это к людям. Vado da Лука. О, кстати, вы смотрели мультик Лука? Итальянский мультик новый, очень дружелюбный. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Музыка там такая ретро, замечательная. Очень рекомендую. Это потрясающий мультик. Я в восторг от него. Дальше. Andare su, giù, dentro – это направление. Да? Vado su – иду наверх. То есть в направлении чего-то. И andare per – это цель. Vado per lavoro – иду по работе с целью. Да? Главное правило, которое вам нужно запомнить. Andare, он используется в любом перемещении из точки А в точку Б. И даже в точку С или точку Б, вот туда где-то. То есть неважно, пешком, на машине, на самолете, на ракете, на лодке, там, не знаю, на скороходах, на коньках, лыжи. Глагол andare. Va al lavoro in macchina. Я еду на работу на машине. Vado a scuola a piedi. Я иду в школу пешком. Vado a Milano in treno. Чух-чух. Я еду в Милан на поезде. Vado sulla luna con Elon Musk. Я лечу на Луну с Илоном Маском. Видите, везде глагол andare. Теперь наглядная схема для запоминания. Выпишите ее себе, сделайте скриншот, хотя я все равно в конспекте вам ее скину, но вот эту схему наглядная запомните. Andare a – город, место. Andare in – страна, транспорт. Andare da – человек. Упражнения теперь для запоминания. Если хотите, вы можете ответы на упражнения написать в комментариях, я проверю и отвечу. Или просто сделайте в своем уме. Упражнение первое. Замените глагол на правильный. Andare, camminare, volare, guidare. Фразы я не буду читать. Что тут читать? Зачем? Упражнение 2. Переведите на итальянский язык, используя только глагол andare. Я еду в Испанию на поезде. Там, видите, иду, лечу, еду. Это нужно вам для практики. Можете в комментариях, я проверю. Или про себя. На этом урок закончен. Видите, как много ситуаций, где можно использовать глагол andare. Не нужно морочить себе голову, тратить время, нервы, чтобы заучивать синонимы и говорить так же богато словами с синонимами,
как на русский язык. Итальянцы вообще не парятся на этот счет. Мы любим краткость, простоту. Знаете, есть такая фраза, как «святая простота». И все, что нам нужно для этого, это глагол andare. Это твой волшебный ключик, твой скутер, на котором ты брум-брум-брум можешь ехать куда угодно, по всей Италии, по всем регионам. Вадо а Рома. И вот ты уже в вечном городе. Пьешь капучино. Вадо ин Италия. И ты путешествуешь по всей стране от солнечно-сицилийского побережья до туманных улочек Милана. Вадо да Мария. И твоя подруга Мария ждет тебя с тарелочкой пасты, приготовленной с любовью. Аморе. Или Вадо да Массимо. И твой итальянец, гладиатор, с вином ждет тебя. Итальянцы любят простоту. Именно поэтому глагол andare, он заменяет вам десятки глаголов, синонимов движения, передвижения. Не нужно ломать себе голову, какой именно глагол выбрать. Просто говорите и наслаждайтесь этим. Я хочу, чтобы вы почувствовали этот язык, как чувствуете аромат свежевыпеченной пиццы, как слышите веселые голоса на площади, как ощущаете теплый морской бриз. Позвольте себе говорить легко, без страха и без стресса. Просто вай, иди вперед. Вот видите, даже если вы просто скажете вай, это в определенном контексте, вот как сейчас я говорю контекст, может означать не только идти, но и вперед. Вай, вперед. Вай, вперед. Видите, насколько он универсальный. Глагол andare, он очень универсальный. Его можно использовать всюду. Этот один глагол заменит вам пару сотен глаголов движения. Теперь, когда вы стали еще ближе к свободному разговору, разговорному итальянскому языку, вам будет легче. Я верю в тебя, sei forza, sei bravissima. Bacio.